Друзья, всем привет! Не так давно закончился первый полуфинал. Яник Синнер обыграл Артура Фиса в 2 партиях. Жень, давай подведем предварительные все-таки итоги. Но я думаю, что результат для тебя не удивителен. На самом деле не удивительно, но при этом ты такой смотришь, думаешь, Филс, как будто может. Один из единственных, который может сейчас их остановить, этих Алькараса и Синнера. И, при этом все равно 6-2, 6-4, без проблем. Там были шансы во втором сете, такое ощущение? Да. Первый сет просто сразу как-то поезд пошел, и там уже его было не остановить. А во втором сете, да, было попроще, точнее наоборот, для Синнера, наверное, посложнее, а вот для Артура какие-то шансы появились. Что на самом деле очень интересно, мы договорились с Синнером тренироваться в среду в Риме, и мне сразу после матча пишет Дерин и пишет, говорит, Евгений, сори, говорит, мы не сможем тренироваться. Я такой думаю, в Риме в среду. И я такой думаю, ничего себе, получается. Он говорит, мы ему дадим несколько дней отдыха. А я такой думаю, получается, он сейчас в воскресенье играет в финал. Понедельник, вторник, среда он отдыхает. Он мне прям написал, в четверг мы начнем тренироваться. А в пятницу он уже может играть. И я просто удивляюсь, думаю, как это? Подожди, он один день тренируется в Риме, а потом в пятницу уже будет, потенциально может играть матч. Просто мне кажется, даже это просто действительно интересно в качестве, вот если вот Карен играл бы здесь финал, к примеру, в воскресенье, понедельник, вторник ты отдохнешь. Да. Даже, наверное, в понедельник. В вторник уже по чуть-чуть можно в Риме начинать играть. Этот человек настолько уверен, что ему нужно быть свежим, ему нужно быть подготовленным именно физически, чтобы просто хорошо сыграть. Вот это на самом деле показывает, насколько человек уверен сейчас в себе, насколько он на ходу. Смотри, выигрывает, если Яник выигрывает Мадрид. Да, рекорд там такой. Да, мы про 9 мастерсов еще поговорим, но есть шанс, что он сыграет в Риме, потому что цель-то понятна, Ролан Гаррос, особенно без Алькараса, особенно, когда ты еще не выиграл в этом году шлем, но Рим домашний турнир для Очень хороший вопрос, реально, я вот сейчас задумался об этом. И с точки зрения, я думаю, то, что он на ходу, и действительно ему дадут, наверное, отдохнуть. Я думаю, он, может быть, потренируется какое-то время. Точнее, какое-то время, вот одну тренировку. Может быть, он, кстати, с тренером в среду вечером поиграет, как я я бы сделал. И, наверное, посмотрит на физическое состояние. Но в целом, я, наверное, пропустил бы. Рим, да, потому что это логично. Я бы пропустил Рим, но единственное, что вот это вот рекорд, мало ли, 6-й, Карлос не играет, финал у него там горит, первая ракетка мира, вот эта вся история, она для него важна. Поэтому хороший, Соня, вопрос, честно. Я бы пропустил. Я думаю, что они, может быть, тоже скажут. Размышляют, да? Да, размышляют. Поэтому, может, сразу уже отменяют тренировки какие-то, да. Возможно, да, хорошая такая. Но если вы вдруг немножко не поймали наши мысли, мы сейчас разгоняем. В частности, наш коллега Давид Авакян мысль о том, что в этом сезоне реально Янику Синнеру выиграть 9 мастерсов. Это не делал никто. У него уже есть Индиан Веллс Майами, маячит Монте-Карло, маячит Мадрид. Но он не поедет в Канаду. Смотри, а если будет все забирать? Да, то есть, на мой взгляд, это офигенный сторитейл. Обалденный, потому что конечно. благодаря вот этому возможному рекорду, даже, многострадальный последний мастер с Парижа может заиграть с другими красками совершенно. Обалдеть, да. Но это как будто невозможно, да? Мы сейчас говорим, что он выиграет 9 мастерсов за один сезон. Что-то просто из области фантастики. И вот мне почему-то кажется, что они не будут этим заниматься. Жертвовать шлемами, да? Даже если он выиграет Рим, он не поедет в Канаду. Я почти 100% на это уверен. Но классная история. Классный был бы прям реально какой-то такой сторилайн, действительно. Я не думаю просто, что тренеры на это смотрят. Они смотрят на что? Они смотрят, чтобы он был свежим, чтобы он был без травм, чтобы он подходил большим шлемом и к концу сезона в хороших физических кондициях. А это, конечно, точно подразумевает, что нужно что-то пропустить. Так, я все равно буду раскачивать эту лодку, и я буду задавать... Я был очень рад, честно. Давай, смотри, ты со своей стороны, я со своей, ты говори в раздевалке об этом. Надо играть, Яник, да. Я сейчас Дарину напишу. Да, нужно закидывать, а я буду Янику задавать этот вопрос, если будет такая возможность. Про Фиса. Мне он очень нравится. Мне нравятся его отношения, нравится, как он играет. А ты так закатил глаза. Обалденно играет. Обалденно играет. Мне нравится, как он работает. Мне очень нравится, как он работает с прессой. Мне нравится, что он долго не играл. Все-таки у него была серьезная травма, стрессовый перелом. Мы знаем, что это такое, и Карен с этим знаком тоже. Чувак возвращается, извините, сразу финал Дохи у него, пролетает Алькараса. По-моему, четверть он проиграл Ласиму. Первый потом турнир. Доха, сразу финал, да. И пошло-поехало. Тут Барселона у нас уже полуфинал, извините, Мадрида. Такое ощущение, что по уровню игры, ты об этом сказал, но сейчас чуть ли не 3-й человек в туре. Вот я с этим полностью согласен. И хотел, кстати, то, что добавить. Мы в декабре должны были именно предсезонке в Дубае тренироваться. И его тренер, тогда еще Иваниш еще не был, у него там Иван Цинкуш, у него, по-моему, фамилия.
Вот. И мы с ним договорились, он пишет, говорит, слушай, мы, наверное, не будем играть, потому что до сих пор не можем подавать. Подает он, типа, мы так не начали подавать, поэтому вам, наверное, не будет неинтересно. И вообще разговоры ходили, что очень тяжелая травма, неизвестно, вернется он или нет, зачем он продолжал, играл, он же что-то, по-моему, Уимблдон играл там после Гароса или какой-то турнир, который как раз сделал хуже, как некоторые думают. Что я к чему говорю? Только в декабре люди думали, что, может быть, он там не вернется, или вернется уже не таким, какой он есть, какой он был. В итоге человек реально сейчас играет на топ-5, ну, это вообще без разговоров. Вот, это первое. Второе, мне просто очень-очень сильно нравится его подход, насколько он физически просто невероятен. Одарен именно, ты имеешь в виду? Или они очень круто занимаются. Вот просто даже смотришь на... просто вот как ты даже на одного, на второго смотришь, у него все интенсивно. Вот все, любое упражнение, у него какая-то максимальная интенсивность. Наш тренер по фитнесу от него просто в восторге, от Артура. Вот, но единственное, что меня сейчас немножко, не то что напрягает, а в голову так вот ударяет, это то, что вот смотрите, вот он играл Доху, круто, но 6-2-6-2. Финал Дохи 6-2-6-2, то есть, ну, вообще без шансов. Он играл круто Майами, но 6-2-6-2. Вроде как невероятно играет, но он проигрывает Лихечки 6-2-6-2, если я не ошибаюсь. По-моему, 6-2-6-2 очень быстро был какой-то быстрый матч. И здесь тоже. То есть получается, что я очень, на 100% уверен, что это не физическая система, то, что не то, что он устает, потому что он везде сейный был, у него были дни отдыха, и вообще у него физически он полный там вообще бист, как говорится. Вот это вот интересно, может быть, какая-то психологическая история, ну, потому что нет даже борьбы, ну, серьезно, ну, с Лихечкой, с Карлсом, хотя Карлс хоть и сказал, что он провел один из самых лучших матчей за всю свою жизнь там, вот. И сейчас опять с Синером, то есть, получается, на вот этом каком-то топ-уровне пока вот этот вот переход он не может сделать. И в вот конце, получается, да, турнира, особенно если мы берем двухнедельный мастерс. Он же не проигрывает, он, хотя здесь, конечно, он боролся, после Барселоны, наверное, было тяжело, он боролся здесь первый же запуск, первый матч, он там с кем-то, с Бузе, 3 сета там, поэтому вот это вот мне немножечко не то, что просто бросается так в глаза, что действительно проигрывать не в борьбе, ничего, а просто 6-2, 6-2, 6-2, 6-4 сегодня. Вот это интересно. А какой хочешь финал увидеть? У нас через пару часов, вот мы сейчас разговариваем, там буквально через 2, по-моему, часа уже стартует Блокс Зверев. В финале кого ты хочешь увидеть? И я знаю, что ты знаком с Блоксом, и тренировались вы с ним, и общались. Что это за парень? Уникум, да, такой? Да. Классный парень, мы с ним тут пообщались, я его тренер хорошо знаю, и его уже хорошо знаю с Australian Open, по-русски хорошо говорит, мы с ним общаемся. Вот, и отзывчивый, классный, добрый парнишка. Здесь мы с ним увиделись и постоянно разговаривали. Я говорю, ну как ты себя чувствуешь там, как на этих кортах? И он мне такую фразу говорит, вот я прям цитирую, он такой говорит, я вообще не понимаю, что здесь происходит, но я, говорит, невероятно просто подаю здесь. Я, говорит, просто моя подача что-то невероятное устраивает, просто невероятное. Тут летит хорошо. Да. И поэтому в этом плане он реально очень хорошо чувствует подачу. Он играет... Вчера мы с ним, когда он обыграл Руда, я говорю, ну еще там 2 матча, давай там настраивайся. А он такой говорит, ну да, надо подачу, прием и просто со всей силы с обоих сторон. Я такой, понял, нормально. И это работает. Нормально так. Да, на самом деле, действительно, все сказали, что я, к сожалению, не видел много матчей здесь, точнее, даже вообще мало видел его матчей здесь. Вот, и в итоге играет он, говорят, очень активно. Вот. Ну, кого я хочу увидеть в финале, я не знаю. Саня тоже заслуживает этого финала против Синера. Мне кажется, он, наверное, тот, кто может побороться больше. Я к Александру отлично отношусь. Точнее, к Блоксу, да, я имею в виду. Я к обоим хорошо отношусь. Но именно я о том, что, мне кажется, Блоксу мало сможет закинуть, да, какого-то вообще. За то, чтобы финал получился. Был более серьезным. Да. Чтобы Синеру было сложнее, так скажем. Чтобы Синеру было, друзья, сложнее. Женю отпускаем. Жень, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Был рад и Евгений Донской. Соня Трудакова.